Привет! Прочитал тут новую порцию статей о вреде вейпинга без каких-либо ссылок и отсылок к исследованиям. И что-то подгорел прям легонько так. Давай пойдем издалека. Массовый тренд на здоровый образ жизни уже давно захватил весь мир. Одним из первых изменений стал отказ от курения, ведь табак действительно негативно влияет на самочувствие и внешний вид. Электронные испарители уже помогли 15 миллионов курильщиков в Европе, США избавиться от вредной привычки и заменить ее вкусной и менее вредной альтернативой. Да, это абсолютно не полезно, ибо процесс вдыхания чего-либо, кроме чистейшего воздуха, где-нибудь в лесах Байкала, я не знаю, вряд ли естественен и полезен. Так что все же это замена мега вредной привычки на привычку, которая на очень много процентов менее вредная. Но все же те самые 5% остаются. Но я не перестану говорить о вреде курения. Основной причиной негативных последствий курения является процесс горения табака. Именно выделение вредных смол и канцерогенов, которые, попадая в твой организм, остаются там и накапливаются. Обычные сигареты выделяют вредные вещества, о которых ты мог даже не слышать, ведь в состав табачных изделий входит более 7000 химических продуктов. В то же время перечислить все компоненты электронных жидкостей можно всего за пару секунд. Глицерин, пропилен, аромки, никотин по вкусу. Чуть больше пары секунд. Давайте разберемся. Пропиленгликоль, использующийся в пищевой промышленности, он отвечает за создание эффекта крепости при вдыхании пара. Даже при употреблении безникотиновых жидкостей ты сможешь почувствовать удар по горлу или трот-хит. Ощущение похожее на курение сигарет. Следующее – это глицерин, он же растительный глицерин, который отвечает за максимальную густоту вдыхаемого пара. Пищевые аромки помогают наполнить каждую затяжку ярким вкусом и ароматом. И дополнительная опция к данному трио – это никотин, солевой или классический. Про него, в общем-то, я снимал отдельное видео, в описании будет ссылка на него. Полный переход от обычных сигарет на электронные испарители поможет избавиться от многих побочных эффектов курения, сократив или полностью убрав количество потребляемого никотина, а впоследствии довольно легко бросить и эту привычку. Она не вызывает такого привыкания, как обычные сигареты. Ты просто спускаешься по лесенке крепости никотина, доходишь до нулевок, и потом тебя уже ничего не удерживает. Просто бросить эту привычку. Переход на вейпинг значительно улучшит качество жизни. Уже через несколько дней вернутся более яркие вкусовые ощущения, улучшится цвет лица и общее состояние организма, который раньше подвергался воздействию смол и канцерогенов. А безникотиновые жидкости могут свести ущерб для здоровья к минимуму. Как я уже и сказал, когда ты дошел до безникотиновых жидкостей, от этой привычки очень легко отказаться. Такой зависимости, как от сигарет, нет. Но что делать с никотином? Как он сказывается на здоровье любителей парения? В 21 веке пора перестать верить слухам и неподтвержденным исследованиям, которые частенько форсят СМИ. Чистый никотин лишен примеси, а в некоторых случаях данное вещество даже используется в медицинских целях. Я, конечно, не совсем уверен в солевом никотине, но классический никаких проблем явно не доставит. Конечно, если ты не будешь его пить или вдувать его в своего котика. И, конечно же, еще одним преимуществом альтернативных систем доставки никотина является практически полное отсутствие вреда при пассивном курении. В отличие от дыма, электронный пар полностью растворяется в воздухе в течение где-то 10 секунд. Конечно, если вас не супер толпа там напаривает. При затяжке пользователь потребляет до 99% никотина, содержащегося в жидкости. Именно поэтому ты можешь спокойно парить в компании друзей и не тревожиться об их самочувствии. Парение – это далеко не подростковое развлечение, поэтому ответственный подход пользователя может исключить 99% всех рисков, от которых ты читал страшилки на просторах интернета или видел по телеку в программах типа «Малышевой». Парение – это не только просто, но и безопасно. Сейчас еще появились айкосы и прочие системы, но до них у меня руки не дошли. Конечно, я пробовал в какой-то краткосрочной перспективе, выпарить, выкурить один стик. Это прям такое себе.
у меня есть прям четкое определение, точнее ассоциация. Когда мне было лет 16, и я курил, а денег на сигареты не было, но была такая большая пепельница с окурками, вот тебе хочется курить, и ты выбираешь из нее самый такой жирный быкан. Мы называли их хабариками. И начинаешь его курить. Вот вкус айкоса мне напоминает эти хабарики. Но, наверное, надо как-то более детально изучить этот вопрос. Если ты юзаешь айкос или пробовал, напиши в комментариях о своих ощущениях от данных типов устройств. У меня вот ощущения от них негативные. Может быть, реально кому-то нравится. Может быть, они с вейпинга перешли на айкос или бросили курить с помощью айкоса и как-то попали на этот видос. В общем, мне интересно. Напиши в комментариях. Ладно. Спасибо, что поддержал просмотром. Подписывайся на канал, если еще не подписался. Ставь этому видео царский лайк. И можешь глянуть большой видос про солевой никотин. Он появится в конце. Не верь всяким слухам на... Да даже на РБК статьи покупали. В общем, приятного тебе и пока. Но перед этим хочу порекомендовать зайти на сайт weapparel.com, так как там есть куча скидок, купонов и прочего. Так что если в планах что-то купить, обязательно загляни.